Город пульсировал своей беспокойной жизнью. Машины с ревом проносились по широким проспектам, а небоскребы отражали закатное солнце в своих стеклянных гранях. Дима сидел на террасе модного кафе в центре и лениво вертел в руках бокал виски. Его кожаная куртка стоила целое состояние, больше, чем месячный заработок официанта, а часы на запястье сверкали и бросали вызов всему миру. Богатый, уверенный, с темными глазами, в которых таилась пустота. Рядом сидели его друзья, такие же сыновья удачи, Серега и Витек. «Ты только и умеешь, что цеплять шлюшек из клуба», — подначивал Серега и ухмылялся. «Серьезную девчонку ты никогда не закадришь». Дима откинулся на спинку стула, и его губы дрогнули в дерзкой ухмылке. «Хочешь проверить? Назови любую. Через месяц она будет рыдать от любви ко мне. Ставлю штуку баксов, что я ее раздавлю». Витек потягивал коктейль и кивнул в сторону улицы. «Вон, смотри. С сумкой потрепанной. Бедная, сразу видно. Сможешь?» Дима перевел взгляд. Она шла вдоль тротуара и почти терялась в толпе. Худенькая, с волосами цвета выгоревшего льна, собранными в неряшливый хвост. Джинсы с дырками на коленях, выцветшая футболка, старые кеды. Ее сумка висела через плечо, потертая, как ее жизнь. Он ощутил прилив азарта. «Легче легкого», — бросил он и допил виски одним глотком. «Месяц, и она будет в отчаянии, когда я ее брошу». Серега хлопнул его по плечу. «Давай, богатенький, покажи, как ломаются сердца». Ее звали Лиза. Елизавета — имя, которое она шептала себе в темноте крохотной съемной квартиры, когда тоска душила ее. Ей было 23, и она работала в маленькой пекарне на окраине города, где запах хлеба был единственным утешением. Ее руки, грубые и в муке, дрожали от усталости, а взгляд, пасмурный как небо, скрывал боль. Лиза выросла в бедности и считала каждую копейку, давно привыкнув быть незаметной. Но в тот день ее увидели. Дима ввалился в пекарню, когда солнце уже садилось. Высокий, с небрежной щетиной и улыбкой, от которой у Лизы перехватило дыхание. Он заказал кофе и круассан, а потом спросил, глядя ей в лицо: «Ты всегда тут одна? Не тяжело?» Лиза вздрогнула. Ее голос был тонким и почти надломленным. «Нет, не одна. Просто смена моя». Он улыбнулся, будто ее слова были драгоценностью. «Я Дима. А ты?» «Лиза», — шепнула она и опустила взгляд на прилавок. «Лиза, как песня», — сказал он, и в его тоне было столько тепла, что она впервые за годы подняла глаза. Он ушел и оставил на прилавке смятую купюру, больше, чем стоил заказ. Лиза смотрела на нее и ощущала волнение в груди. Она не знала, что это начало конца. Дима стал приходить каждый день. Приносил цветы, однажды сорвал ромашки у дороги и вручил ей, смеясь: «Для тебя от души». Делился историями о детстве в роскоши, о яхтах и вечеринках, казавшихся Лизе сказкой. Она слушала и затаила дыхание, а ее серый мир начинал расцветать. Ждала его как воздуха и поправляла волосы перед мутным зеркалом в подсобке. Однажды он подловил ее у выхода, когда она, дрожа от усталости, закрывала пекарню. «Пойдем», — сказал он и засунул руки в карманы дорогой куртки. Ночь такая, что звезды прямо в душу лезут. Лиза закусила губу. Ее пульс ускорился, как у пойманной птицы. «Мне домой надо. Я не могу». «Лиза!» Он шагнул ближе, и голос стал нежным, как шепот ветра. «Докажи себе, что ты жива». Она пошла за ним.
Они бродили по ночному городу, и он говорил о мечтах, о том, как хочет вырваться из города и построить что-то свое. Ложь лилась легко, но Лиза не замечала обмана. Ее взгляд затуманился от сдерживаемых слез. «А ты? О чем мечтаешь?» — спросил он и остановился под фонарем. Она сжала кулаки и боролась с комом в горле. «Я хотела быть врачом, спасать людей. Но у меня ничего нет. Только долги и эта пекарня». Дима взял ее холодные пальцы в свои. Его тепло обожгло ей кожу. «Лиза, ты сильнее, чем думаешь. Я верю в тебя». Она посмотрела на него, и все рухнуло. В его глазах она увидела себя не пустой, не сломанной. Влюбилась, не сказав ни слова, но душа ее кричала об этом каждой жилкой. Он стал ее первым, кому доверилась, кого поцеловала под фонарем, с кем провела ночь, дрожа от страха и счастья. Она отдала ему все — душу, тело, сердце. Месяц пролетел как сон. Дима был рядом, обнимал ее в шикарной квартире и шептал, что она его свет. Лиза утонула в любви так глубоко, что не видела дна. А потом он исчез. Она ждала его в пекарне до полуночи, пока лицо не увлажнилось отчаянием. Писала ему и набирала дрожащими пальцами. «Дима, что случилось? Я боюсь». Молчание резало ее как нож. На третий день она собрала остатки гордости и пошла к нему. Дверь открыл Серега. «Димы нет», — бросил он и ухмыльнулся. «И не будет». «Почему?» Ее голос сорвался в крик. «Что я сделала?» Серега расхохотался и смотрел на нее, как на мусор. «Это было пари, девочка. Заставить тебя влюбиться. Он выиграл штуку баксов, а ты осталась с дыркой в сердце». Лиза задохнулась. Ноги подкосились, и она рухнула на колени прямо на пороге. «Нет, нет, нет». Билась в голове, но влага заливала лицо без остановки. Она не помнила, как дошла домой. Упала на пол в комнате и кричала, пока голос не охрип. Через неделю узнала правду, что добила ее. Она ждала ребенка. От него. От человека, растоптавшего ее ради забавы. Прошло 5 лет. Дима вычеркнул Лизу из памяти как ненужный номер. Для него она была трофеем, анекдотом, которым потешал друзей за пивом. Его жизнь, вечеринки, деньги, пустота текла без перемен, пока он не встретил ее. Она стояла у входа в новый медицинский центр в центре города. Высокая, с гордо поднятой головой. Куртка облегала ее фигуру, волосы, когда-то тусклые, сияли золотом. Но главное — ее взгляд. В нем не было прежней робости, боли, только сталь. Дима замер. «Лиза?» — голос дрогнул и выдал его. Она обернулась. Ее взор пронзил его насквозь, губы не шелохнулись. «Дима», — отрезала она холодно. «Какая встреча?» «Ты врач?» Он попытался улыбнуться, но лицо свело судорогой. «Кардиолог. Лечу сердца. А ты? Все так же разбиваешь их ради забавы?» Он сглотнул, и спина покрылась потом. «Лиза, прости меня. Я был идиотом тогда». Она шагнула к нему, и голос стал тихим, но острым, как скальпель. «Прости? Ты думаешь, это слово вернет мне мою жизнь? Ты был моим первым, Дима. Моим всем. А когда ты ушел, я узнала, что ношу твоего ребенка. Я осталась одна, с разбитым сердцем и его крохотным сердечком внутри меня». Дима побледнел и хватал ртом воздух. «Ребенок? Лиза, я не знал». «Конечно, не знал». Она усмехнулась, и в ее глазах блеснули слезы. «Ты бросил меня умирать. Но я выжила. Ради нее.
А ты остался никем. Она повернулась, чтобы уйти, но он схватил ее за руку. «Дай мне шанс. Я хочу все исправить». Лиза вырвала руку, и ее голос сорвался в крик. «Исправить? Ты украл мою первую любовь, мою веру, мою жизнь. Теперь я играю по своим правилам. Иди к черту, Дима». Она ушла, а он остался стоять и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Впервые он понял, что проиграл не просто спор. Он проиграл ее и себя. Дима задыхался. Слова Лизы. «Я узнала, что ношу твоего ребенка», гремели в голове и разрывали привычную пустоту. Он стоял под фонарем и смотрел, как ее фигура растворяется в толпе, и впервые чувствовал себя не хозяином положения, а потерянным мальчишкой. Ребенок. Его ребенок. 5 лет назад он бросил ее и посмеивался с друзьями над ее горем, а она носила его кровь. Как он мог упустить это? Как он был так слеп? Ноги сами понесли его к машине, черному «Мерседесу», припаркованному у обочины. Он рухнул на сиденье и сжимал руль до боли в пальцах. Ее голос, холодный, яростный, полный ненависти, звучал в ушах. «Ты остался никем». Эти слова жгли сильнее удара. Дима включил двигатель и не знал, куда ехать. Впервые его богатство, связи, уверенность стали бесполезны. Он жаждал правды, как утопающий воздуха. Сначала он позвонил Сереге. Телефон дрожал в руке, пока гудки резали тишину. «Ну, чего тебе?» Голос Сереги был ленивым, как всегда. «Ты знал?» Дима почти кричал и срывался на хрип. «Знал про Лизу? Про ребенка?» На том конце повисла пауза. Потом Серега хмыкнул. «Какого ребенка, брат? Ты о чем?» Она сказала... Дима сглотнул и боролся с комом в горле. Что была беременна. От меня. Тогда, 5 лет назад. Ты был там, когда она приходила. Она что-то говорила тебе?» Серега засмеялся сухо и зло. «Да ты серьезно? Она приходила вся в соплях и спрашивала, где ты?» Я сказал про пари и захлопнул дверь. Про ребенка ни слова. Может, врет, чтобы тебя достать. «Она не врет». Дима ударил кулаком по рулю, и машина загудела от сигнала. «Я видел ее взгляд. Она меня ненавидит. Это правда». «Ну, тогда твои проблемы», — Серега зевнул. «Ты выиграл спор, деньги получил. Чего теперь-то дергаться?» Дима бросил трубку и не дослушал. Серега был пуст, как их дружба. Ему нужна была Лиза. Ее правда. Его ребенок. Он поехал к пекарне, туда, где все началось. Здание обветшало, вывеска потускнела, окна покрылись пылью. Дима вышел из машины и чувствовал, как пульс стучит в горле. Внутри была другая девушка, молодая, с пирсингом в носу. «Лиза тут работает?» — спросил он и старался держать голос ровным. Девушка подняла брови. «Лиза? Она лет 5 назад уволилась. Говорят, уехала учиться. А вы кто?» «Я старый знакомый», — выдавил он и ощутил горечь слов. «Ну, удачи ее найти». Девушка пожала плечами и вернулась к тесту. Дима вышел на улицу, прислонился к стене и закрыл глаза. 5 лет. Она ушла, поднялась, стала врачом. А он не имел понятия, где она жила тогда. Ее квартира, ее жизнь — все было для него декорацией для игры. Теперь эта игра обернулась против него. Он вспомнил ее фразу. «Ради нее». Не него, а нее. Дочь. У него могла быть дочь. Эта мысль перевернула все внутри. Дима вытащил телефон и начал искать. Медицинский центр, ее имя, хоть что-то. Через час нашел ее профиль в соцсети клиники Елизавета Романова, кардиолог. Ни фото, ни личных данных.
только сухая строка о квалификации. Этого хватило. На следующий день он ждал ее у входа в центр. Солнце садилось и окрашивало город в багровый, а Дима стоял и сжимал пачку сигарет, которые не закурил. Когда она вышла, он шагнул вперед и перегородил путь. «Лиза», — голос дрогнул, как у мальчишки перед наказанием, — «нам надо поговорить». Она остановилась, и ее взор был ледяным. «Нам не о чем говорить. Уйди». «Нет». Он схватил ее за локоть, но отпустил, заметив, как она вздрогнула. «Ребенок. Это правда? У нас есть дочь?» Лиза замерла. Лицо побледнело, и в глазах вспыхнул огонь. «У нас?» Она почти прошипела слово. «У нас ничего нет, Дима. Она моя. Только моя. Ты бросил меня, когда я была на краю. Ты не имеешь права даже спрашивать о ней». «Лиза, мне не сказали». Он шагнул к ней, и голос сорвался. «Если бы я понял раньше, я бы...» «Что?» — перебила она, и взгляд ее затуманился влагой. «Не бросил бы, не потешался бы с дружками надо мной. Ты разрушил меня, Дима. Я осталась одна с ребенком под сердцем, без денег, без надежды. А ты жил своей красивой жизнью, пил виски и тратил отцовское состояние». Дима опустил голову и чувствовал жжение в глазах. «Как ее зовут?» — спросил он тихо, почти шепотом. Лиза сжала губы и боролась с собой. Потом сказала, и каждое слово было как удар. «Ее зовут Надя. Ей 4 года. И она никогда не узнает о тебе. Лиза, прошу». Он рухнул на колени прямо на асфальт и не замечал взглядов прохожих. «Хочу ее увидеть, убедиться, что она жива, что она моя. Твоя». Лиза наклонилась к нему, и голос стал ядовитым шепотом. «Ты потерял это право, когда захлопнул дверь передо мной. Она моя дочь, моя победа. А ты — прошлое, что я выжгла из сердца». Она выпрямилась и ушла, а Дима остался на коленях и смотрел ей вслед. Лицо увлажнилось, и влага смешалась с пылью города. Он искал правду и нашел, но она оказалась неподъемной. Он не сдался. Стал искать дальше. Ее адрес, ее жизнь, его дочь. Нанял детектива и использовал свои средства, чтобы раскопать то, что Лиза прятала. Через неделю получил папку. Фото Лизы с девочкой, светловолосой, с живыми глазами. Надя. Его... Надя. Они жили в скромной квартире на окраине, но Лиза сделала все, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Детектив добавил: «Она одна. Никаких мужчин. Только работа и ребенок». Дима смотрел на фото, и душа его рвалась. Хотел ворваться в их жизнь, рухнуть перед Лизой и молить о прощении. Но ее слова «ты потерял это право» сковали его. Правда не вернет дочь, не вернет Лизу. Осталась боль, которую он сам посеял. Дима не спал 3 ночи. Фото Нади, малышки со светлыми волосами и живым взглядом, лежало на столе в роскошной квартире рядом с пустой бутылкой виски и смятой пачкой сигарет. Ее улыбка, ее крохотные пальцы, сжимающие игрушечного зайца, выжгли дыру в его душе. Надя, его дочь. 4 года ее жизни прошли без него, пока он утопал в шампанском и отцовских деньгах и не подозревал, что где-то растет его кровь. Лиза сказала: «Она никогда не узнает о тебе». Но Дима не мог отпустить. Он должен был увидеть ее. Не говорить, не трогать, просто убедиться, что она реальна. Детектив указал не только адрес, но и детский сад, солнышко, скромное здание на окраине, куда Лиза водила Надю каждый день.
Дима решил не ехать к их дому. Там Лиза могла его заметить и снова раздавить взглядом. Садик был безопаснее. Он мог остаться тенью, чужаком и наблюдать издали. Его «Мерседес» выглядел нелепо среди потрепанных лад и велосипедов у забора, но ему было плевать. Он припарковался через дорогу, надвинул капюшон толстовки и стал ждать. Дети вышли на прогулку ближе к полудню. Солнце пробивалось сквозь облака и освещало площадку с качелями и горкой. Дима увидел ее почти сразу. Надя была в синей курточке, великоватой для ее худеньких плеч, с маленьким рюкзачком на спине. Ее светлые волосы выбивались из-под шапки, а смех, звонкий как колокольчик, доносился сквозь шум города. Она бегала с другими детьми и прыгала через нарисованные мелом квадраты. Дима сжал кулаки, и грудь сдавила тоска. Это была его дочь. Ее взгляд, полный света, напоминал его собственный, давно угасший. Он сидел в машине и прижался лбом к стеклу, глядя на нее. Надя споткнулась о камень, упала и тихо всхлипнула. Воспитательница подбежала, подняла ее и успокоила. Дима рванулся к двери, но замер. Он не мог, не имел права. Пальцы дрожали на руле, и глаза затуманились. «Я должен был ее поднять, утешить», — шептал он себе. Но он оставался чужим и скрывался в тени богатства и ошибок. Надя быстро забыла о падении. Забралась на горку, скатилась и засмеялась, побежав к качелям. Дима следил за каждым ее движением. Ее шаги и жесты врезались в него, как лезвие. Он видел в ней Лизу, ее упрямство, силу и себя, в том, как она щурилась на солнце и гордо поднимала подбородок. Его дочь. А он ничто для нее. Время тянулось мучительно. Дима потерял счет минутам. Он достал телефон и начал снимать ее на видео дрожащими руками, украдкой, как вор. Хотел сохранить хоть частичку ее жизни. Но у ворот появилась Лиза, раньше обычного. Дима вжался в сиденье, и пульс заколотил в горле. Лиза прошла через двор в темной куртке и еще не заметила его. Надя бросилась к ней в объятия, и Лиза подхватила ее и улыбнулась. Дима смотрел на них, и лицо его увлажнилось. Это была семья. Их семья. Без него. Он хотел уехать, но не успел. Лиза повернулась, и ее взгляд упал на машину. Она замерла. Потом медленно подошла и держала Надю за руку. Дима опустил стекло, и холодный воздух ударил в лицо. «Ты что здесь делаешь?» Голос ее был низким и яростным. «Я просто хотел взглянуть на нее». Он избегал ее глаз и смотрел на Надю. Не подходил, не говорил, только смотрел. Надя подняла голову, и ее взгляд встретился с его. «Мама, кто это?» — спросила она, и чистый голос резанул его по-живому. Лиза сжала ее руку сильнее и загородила собой. «Никто, солнышко. Просто человек, сбившийся с пути». Она посмотрела на Диму, и слова ударили. «Уезжай. Сейчас. Или я вызову полицию». «Лиза, прошу». Голос его надломился. «Она моя дочь. Я не могу исчезнуть. Хочу ее знать». «Знать ее?» Лиза наклонилась к окну, и взор вспыхнул. «Ты потерял это право, когда бросил меня одну, беременную, с разбитым сердцем. Я дралась за нее, пока ты тратил миллионы на свою пустую жизнь. Ты чужой для нее, Дима. И всегда будешь». Надя смотрела на него и не понимала. Ее взгляд был зеркалом его никчемности. Дима сглотнул ком в горле. «Я найду способ быть с ней», — прошептал он. Лиза выпрямилась, и лицо ее стало каменным. «Попробуй», — сказала она тихо,
но каждое слово сочилось угрозой. «И пожалеешь. Она моя. Только моя». Она увела Надю, а Дима остался в машине и смотрел им вслед. Лицо увлажнилось, и влага смешалась с ветром, врывавшимся в салон. Он видел дочь, но вместо радости это принесло новую боль. Лиза была стеной, а Надя — светом, до которого он не мог дотянуться. Дима не спал. Ночь провел и смотрел на фото Нади, сжимая телефон так, что пальцы побелели. Ее светлые волосы и улыбка не давали покоя. Он видел ее в садике, и это перевернуло его мир. Но Лиза заметила «Мерседес» и раздавила надежду, а ее гневный взгляд прожег его. Он не сдастся. Но должен быть умнее. Никаких дорогих машин и следов богатства. Сегодня поедет на маршрутке. Утром он надел старую куртку, натянул капюшон и сел в переполненный автобус, пропахший бензином и чужим потом. Его деньги могли бы купить этот транспорт, но он был тенью среди уставших лиц. Через 40 минут вышел у солнышка, спрятался за остановкой и стал ждать. Солнце пробивалось сквозь облака, и дети вышли на площадку. Надя была там в синей курточке с рюкзачком на спине. Она смеялась и прыгала через лужи, а Дима ощутил жжение в груди. Его малышка, которой он не касался. Он стоял и прислонился к столбу, глядя на нее. Надя забралась на горку, скатилась вниз, и волосы разлетелись от ветра. Упала, но вскочила и отряхивала колени, побежав дальше. Дима сжал кулаки и боролся с порывом подойти и обнять ее. Он не мог. Был чужим, вычеркнутым Лизой. Но в ее смехе и упрямстве он видел себя и Лизу, поднявшуюся из пепла сильнее, чем он мог представить. Пока Надя играла, Дима позвонил помощнику. «Слушай», — голос был тихим и твердым, — «найди садик «Солнышко» на окраине. Оплати их счета до конца года. Добавь 100 тысяч пожертвования. Анонимно. Никто не должен знать, от кого». 100 тысяч. Помощник присвистнул. «Это ж детский сад, а не яхт-клуб». «Просто сделай!» — рявкнул Дима и отключился. Он смотрел на Надю и думал, что это все, что он может ей дать. Не игрушки, которые Лиза уничтожит, не слова, которых она не услышит. Деньги могли облегчить ее жизнь. Он представил обновленный садик и Надю на новых качелях и впервые за годы ощутил тепло внутри. Не гордость, не азарт, а нечто глубже. Тогда он понял. Это не только Надя. Это Лиза. Ее сила, боль и голос, полный ярости, захватили его. Он вспомнил ее робость в пекарне, ее надежду, а теперь ее защиту Нади. Он полюбил ее безумно, отчаянно, до дрожи. Ему нужны были они обе, Лиза и Надя, в его жизни, рядом. Дети ушли с площадки, а Дима остался и смотрел на пустые качели. Он видел Лизу в каждом движении Нади, ее упрямство и нежность. Лиза сделала из девочки чудо одна, без него. Он презирал себя за это. Но презрение смешалось с чувством, что росло, как пожар. Он хотел рухнуть перед Лизой и сказать, что она его спасение, что без нее он пуст. Ему нужна была Надя, его кровь. Но больше Лиза, которую он предал, но без которой жизнь опустела. Он сел на скамейку у остановки, закрыл лицо руками и прошептал в пустоту: «Я верну тебя, Лиза, и ее, клянусь». Он не знал, как. Лиза ненавидела его, заслуженно, но он видел Надю и ее жизнь, и это дало цель. Он больше не был богатым мальчишкой, ставящим деньги на чужую боль. Он стал мужчиной, потерявшим все и жаждущим вернуть единственное,
что имело смысл. Деньги могли помочь Садику, но только сердце могло вернуть Лизу. И он готов был разбить свое ради этого. Когда маршрутка подъехала, он сел в нее, полной решимости. Будет ждать и искать путь, не сдастся. Не теперь, когда понял, что любит ее больше всего. Дима смотрел на пустую бутылку виски на полу и понимал, этого мало. Деньги, тайные пожертвования и наблюдение из маршрутки — лишь тень его желания. Надя, его дочь, была так близко, но недосягаема. Ее смех и шаги на площадке врезались в душу, как осколки. А Лиза, преданная им, но теперь желанная до дрожи, стояла между ним и девочкой, как стена. Он не мог оставаться в стороне. Нужно быть ближе, настоящим. Идея пришла ночью, когда он ворочался на огромной кровати, окруженной роскошью, ставшей клеткой, садик. Солнышко. Он мог работать там. Не ради заработка, деньги ему не нужны, а ради Нади. Ради шанса услышать ее голос, увидеть улыбку и стать частью ее мира, пусть тайно. Лиза уничтожит его, если узнает. Но риск стоил того. Ради дочери, ради Лизы, которую он мечтал вернуть, даже если она раздавит его презрением. На следующий день он поехал в садик на маршрутке в старой куртке и кепке, чтобы скрыть следы богатства. Вошел в здание, пахнущее краской и детским супом, и нашел заведующую пожилую женщину с усталыми глазами и доброй улыбкой. «Здравствуйте!» Голос дрожал, но он старался звучать уверенно. «Я ищу работу. Есть вакансии?» Она глянула на него с удивлением. «А вы кто по профессии? У нас только воспитатели да уборщики нужны». Дима сглотнул. Его руки, привыкшие к рулю «Мерседеса», никогда не держали швабру. Но он кивнул. «Уборщик? Я могу. Мне не важно, сколько платят. Хочу работать». Заведующая прищурилась и пожала плечами. «Ну, раз так, у нас парень уволился. Можете выйти завтра. Документы принесете?» «Конечно», — соврал он и знал, что подделает их за ночь. Вопросов о прошлом ему не нужно. Она протянула руку. «Меня зовут Галина Ивановна. А вас?» «Дима», — сказал он тихо и ощутил горечь имени. Просто Дима. Первый день был адом. Он мыл полы в коридорах, где дети оставляли грязь, чистил раковины и выносил мусор. Руки, привыкшие к дорогим перчаткам, покраснели и покрылись мозолями. Но боль отступала, когда он видел Надю. Она прошла мимо с другими детьми и болтала с подружкой, а ее звонкий голос ударил в сердце. Дима замер и сжимал швабру, глядя, как она исчезает за дверью. Его дочь. Так близко. Он мог бы позвать ее, но лишь стоял и боялся дышать. На прогулке он смотрел на нее из окна и мыл стекла. Надя качалась на карусели, смеялась, падала в песок и вставала. Ее упрямство и свет были Лизой. И им самим. Глаза затуманились, но он сдержался. Он был здесь ради нее. Каждый грязный пол и запах хлорки стоил того, чтобы видеть ее. Он заметил ее привычки. Она любила рисовать и брала красный карандаш первым. Напевала про зайцев и шла в столовую. Морщилась от супа. Дима впитывал это как голодную еду. Не заговаривал с ней, не смел. Но ее присутствие возвращало ему жизнь. Через неделю он услышал, как Галина Ивановна шепталась с воспитательницей. Кто-то оплатил садик до конца года. И 100 тысяч сверху. Может, депутат перед выборами? Дима стоял за углом и чуть улыбнулся. Они не знали, что это он. И не узнают. Это было для Нади, ее качелей, ее красок, ее мира.
Ночами он думал о Лизе. Ее образ, робкий, затем яростный, не отпускал. Вспоминал ее дрожь в его объятиях 5 лет назад и ее надежду. Теперь ее ненависть и защиту Нади. Он обожал ее за это, до боли в груди. Работа в садике была не только ради дочери, это путь к Лизе. Он хотел доказать, что стал другим, что жаждет ее тепла, ее голоса, ее сердца, даже если оно раздавит его. Однажды он увидел, как Лиза приехала за Надей в темной куртке. Он спрятался в подсобке и смотрел через щель. Она выглядела уставшей, но прекрасной. Надя бросилась к ней и обняла, а Лиза улыбнулась мягко и нежно. Дима сжал швабру, и дерево скрипнуло. Хотел выйти и сказать, что без нее пуст, но знал, она уничтожит его. И все же не сдастся. Он работал каждый день и становился частью садика, частью жизни Нади. Не говорил с ней и не переступал черту, но ее свет разгонял его тьму, не вторгался в ее мир и обещал себе не рушить стену, что Лиза возвела. Но в тот день все изменилось. Утро было дождливым. Дети остались внутри, и Дима убирал в игровой комнате, пока воспитательница отвлеклась на телефон. Надя сидела за столиком и рисовала. Ее пальцы сжимали карандаш и выводили дом, солнце, зайца. Дима стоял у двери и держал швабру, глядя на нее. Грусть, нежность и чувство, что не выразить, сжимали грудь. Она была так близко, 1-2 метра. Ее дыхание ощущалось как ток. Надя подняла голову и заметила его. Ее взгляд поймал его, и она улыбнулась невинно и открыто. «Ты кто?» — спросила она, и голос звенел, как дождь за окном. Дима замер. Горло сжалось, и швабра чуть не выпала. Надо было уйти и промолчать, но ее вопрос и глаза сломали его. Слова вырвались сами и тихо. «Я Дима, а ты Надя, да?» Она кивнула и не отводила взгляда. «Ты новый? Ты всегда молчишь?» Он сглотнул и ощутил холодный пот. Не должен был отвечать. Но ее любопытство победило. «Да, новый», — выдавил он, и губы дрогнули в улыбке. «А ты любишь рисовать?» Надя просияла и подняла листок с зайцем. «Смотри, это Буня. У него длинные уши». Дима шагнул ближе, шаг как через пропасть. Наклонился и посмотрел на рисунок. «Красивый Буня», — сказал он, и голос дрожал. «Ты молодец». Она засмеялась, и этот звук, чистый и живой, ударил в грудь. Его дочь. Он говорил с ней. Впервые. Видел ее улыбку и слышал голос для него. Это было больше мечты. Но радость длилась миг. «Надя, ты где?» Голос воспитательницы ворвался в комнату, и Дима отпрянул, как ошпаренный. Она вошла и глянула на него с удивлением. «Ты закончил тут? Иди в коридор. Там лужи после зонтов». «Да, конечно», — пробормотал он и схватил швабру, уходя. Пульс заглушал ее шаги. Он говорил с Надей. Переступил черту. День прошел в тумане. Дима убирал, но думал о ней. Ее. «Ты кто?» — звучало в голове. Ее улыбка и рисунок стали его. Он не хотел этого, но не жалел. Впервые он был не чужим, а частью ее мира, пусть на миг. Страх накрыл следом. Что, если она расскажет Лизе? Лиза уничтожит его, заберет Надю и исчезнет, оставив пустоту. Вечером он сидел в подсобке и смотрел на мозолистые руки. Думал о Лизе, ее силе, боли и заботе о Наде. Он обожал ее, до дрожи и влаги в глазах.
Разговор с Надей лишь усилил это. Ему нужны были они обе. Лиза рядом, чтобы обнимать и молить о прощении каждый день, доказать, что он не тот подонок. Но он боялся. Один шаг — и все потеряно. На следующий день он услышал Надю с подружкой в коридоре. «А Дима сказал, что мой Буня красивый», — сказала она, и голос полон гордости. Дима стоял за углом и похолодел. Она запомнила его, говорила о нем. Это было счастье и ужас. Если Лиза узнает... Он видел ее гнев и слезы. Она заберет Надю и скроется, и он останется ни с чем. Он вернулся к работе, и руки дрожали. Хотел быть ближе к Наде и стал. Но цена могла стать непосильной. Чувство к Лизе жгло изнутри. Он не мог их потерять. Не теперь, когда услышал дочь и понял, что отдаст все ради них. Работа в «Солнышке» стала спасением. Он видел Надю каждый день и впитывал ее жизнь. Он обожал их, Надю, дочь и Лизу, которую предал, но теперь боготворил. Держался, пока огонь не ворвался в его мир. Был вторник, дождливый и серый. Дима мыл полы в коридоре, когда запах дыма резанул ноздри. Подумал на кухню, но крики детей, полные ужаса, заставили бросить швабру. Он ворвался в игровую комнату. Дым клубился под потолком, и огонь вырывался из подсобки, пожирая коробки и занавески. Садик горел. «На улицу!» — крикнула воспитательница, но паника захватила всех. Дети метались и падали. Дима кашлял от дыма и искал Надю. Она стояла у столика и сжимала рисунок с Буней. Лицо ее было мокрым. «Надя!» — он подхватил ее и прижал к груди. «Держись, я вытащу тебя». Он рванулся к выходу, но коридор был в дыму, и дверь заблокирована полкой. Огонь ревел, и дети кричали. Дима увидел малышей под столом, они задыхались и цеплялись друг за друга. Он не мог уйти. «К окну!» — крикнул он воспитательнице и передал Надю. «Я их вытащу». Он нырнул в дым, и жар обжигал лицо. Мальчик лет 3 сидел в углу и закрыл глаза. Дима схватил его и пополз к окну. Воспитательница разбила стекло, и он передал ребенка. Вернулся, девочка тянула руки и задыхалась. Он вытащил ее, и легкие пылали. Треск. Потолок рушился. Дима толкнул девочку к окну, но балка ударила по спине. Огонь лизнул руку, и боль пронзила тело. Он упал и задыхался, но вытолкнул себя наружу, прежде чем все погасло. Дима очнулся в больнице. Белый потолок, запах антисептика и писк аппаратов. Рука в бинтах, спина ныла, и каждый вдох резал ребра. Врачи сказали: ожоги, переломы, отравление дымом. Он спас всех, 23 жизни, включая Надю. Но сам едва выжил. Лиза узнала из новостей. Уборщик детского сада «Солнышко» спас детей из огня. Пострадал. В реанимации. Она обнимала Надю и слушала. Дима вытащил меня и других. Лиза сжала ее крепче, и страх сменился благодарностью к неизвестному герою. Решила навестить его и сказать спасибо за дочь. Оставила Надю с соседкой и поехала в больницу, не ведая, кого увидит. Вошла в палату с букетом ромашек, простых, как ее жизнь. Мужчина лежал бледный с кислородной маской, рука в бинтах. Лиза шагнула ближе, и сердце остановилось. Дима. Она узнала его сквозь копоть и боль, его черты, темные волосы, дыхание. Ромашки выпали и рассыпались по полу. «Нет», — выдохнула она и отступила. «Это не можешь быть ты». Помощник, высокий парень в костюме, вошел следом. Увидел ее реакцию и понял. «Вы Лиза, да?» — спросил он тихо. «Я Артём. Работаю с ним. Он ради вас там был». Лиза обернулась,
и ее взгляд пылал яростью и влагой. «Что значит ради нас?» Артём вздохнул и посмотрел на Диму. Он устроился в садик, чтобы быть ближе к Наде. «К вам». Не говорил ей, кто он, просто смотрел и помогал. Оплатил садик до конца года. Пожертвовал 100 тысяч тайно. Хотел что-то дать ей. А сегодня чуть не погиб, спасая ее и всех. Лиза задохнулась, и руки дрожали. Она посмотрела на Диму, сломленного, но живого. Разум кричал: «Презираю его». Он предал ее, разбил жизнь и бросил с ребенком. Но сердце помнило его улыбку в пекарне, тепло и слова о ее силе. Она ненавидела его за боль, но любила, как тогда, 5 лет назад. Чувство тлело в ней и теперь вспыхнуло, видя его героем, отдавшим все ради Нади. Она рухнула на стул и закрыла лицо руками. Влага сочилась сквозь пальцы. «Зачем ты это сделал?» — шепнула она ему. «Почему не оставил нас?» Дима шевельнулся, и глаза медленно открылись. Он увидел ее, расплывчатую, но реальную. Голос был хриплым и слабым. «Лиза, я без вас не могу. Прости». Она сжала кулаки, и душа разрывалась. Ненависть боролась с любовью. Она встала и шагнула к двери, но замерла. Обернулась. Его взгляд ясный и молящий. «Ты спас ее», — сказала она тихо. «Но я не знаю, смогу ли простить». Она ушла и оставила его с ромашками на полу. Сердце пылало болью, чувством прошлым. Он был героем и ее палачом. Она не знала, что победит. Дима лежал в палате, окруженный белыми стенами и писком аппаратов. Рука ныла, ребра болели, но хуже была пустота внутри. Он спас Надю и всех детей, но Лиза ушла и оставила слова: «Я не знаю, смогу ли простить». Он видел ее гнев и ее любовь под ненавистью, и это рвало его. Хотел их назад, но не знал, услышит ли она. На следующий день она пришла. Дима не ждал. Думал, она исчезнет, как 5 лет назад. Лиза вошла тихо, без цветов и слов. Лицо устало, взгляд покраснел. Села у кровати и молчала. Дима сглотнул, и пульс ускорился. «Лиза», — голос хрипел, — «прости. Не прошу забыть, что натворил. Просто прости, если сможешь». Она молчала, посидела минуту и ушла, но вернулась на следующий день. И еще. Приходила и садилась, а он говорил. Просил прощения и выкладывал душу. «Я был подонком, Лиза. Сломал тебя ради забавы, а ты поднялась и стала сильнее, чем я мог представить. Мне не сказали о Наде, но это не оправдание. Я должен был быть с вами. Прости, вы мне нужны больше жизни». Она не отвечала, но взгляд смягчался. Гнев таял и уступал боли, затем теплу, что она прятала. Дима видел это, и ее приходы давали надежду. Он говорил о Наде, ее буне, смехе и спасении из огня, о Лизе, ее силе, что вдохновило его, о чувстве, что пришло, когда он все потерял. Не ждал ответа, но надеялся, что она слышит. Прошла неделя. Дима мог сидеть, хоть боль сковывала. Лиза пришла, но осталась стоять, и руки дрожали. Он посмотрел на нее, и время замерло. «Прости, Лиза», — начал он снова. «Я сделаю все, чтобы...» «Хватит», — перебила она, и голос тихий, твердый. Он замер. Она шагнула ближе, и глаза блестели. «Я устала тебя ненавидеть, Дима». Он смотрел и не верил.
Ее слова били и спасали. «Ты спас Надю», — продолжила она и сжала кулаки. «Чуть не погиб ради нее. Я узнала, что ты работал в садике и платил за него. Ненавидела тебя за прошлое, но...» Голос дрогнул. Чувство не ушло. Оно тлело под болью. И я злюсь на себя за это. Дима протянул здоровую руку, но остановился. «Лиза, я вас недостоин, но хочу быть с вами. Скажи, что делать, и я сделаю». Она посмотрела на него, и влага пролилась. «Если хочешь быть с нами...» Голос стал стальным. «Откажись от всего. От богатства и старой жизни. Стань простым человеком, как я. Живи с нами, а не над нами. Только тогда поверю, что ты другой». Дима замер, и ее слова отозвались внутри. Его миллионы, машины, мир. Но он взглянул на нее. Ее взгляд. Полный боли и надежды. Сомнений не было. «Да», — сказал он мгновенно, — «откажусь от всего. Сегодня. Мне нужны вы, ты и Надя. Деньги ничего не значат. Я докажу». Она задохнулась и отступила, не веря. Но он был серьезен. Голос дрожал от решимости. «Позови Артема. Отдам все: счета, бизнес, квартиру. Начну с нуля. Ради вас». Лиза смотрела, и сердце разрывалось. Презирала его за прошлое, но любила того, кем он стал в огне и этих словах. Кивнула едва заметно и вышла. Через час Артем был в палате и ошарашенный. «Ты серьезно? Все отдать?» — спросил он и листал бумаги. «Да». Дима улыбнулся легко. «Переведи все на благотворительность. Оставь мне одежду и эту кровать. Я начну заново». Лиза стояла у двери и слушала. Душа ее таяла. Она подошла, села и взяла его руку. Пальцы дрожали, но она держала. «Ты сумасшедший», — шепнула она, и влага капнула на его ладонь. «Но я верю тебе. Впервые за 5 лет». Он сжал ее руку и ощутил, как жизнь возвращается. «Сделаю вас счастливыми, Лиза, клянусь». Она молчала, но руку не убрала. Любовь, тлевшая под болью, вырвалась наружу. Ненависть ушла и уступила надежде. Они молчали, но в тишине родился шанс. Дима вышел из больницы через месяц. Рука еще болела, и ребра ныли, но он жил не только телом. Лиза дала шанс, больше мечты. Он отказался от всего. Миллионы, машины и квартира с видом на город ушли. Артем перевел состояние на благотворительность и оставил Диме старую куртку и немного мелочи. Он стал простым человеком, как она хотела, и впервые ощутил свободу. Лиза и Надя были его миром. Они начали с малого. Лиза привела его в крохотную квартиру на окраине, однушку с потертым диваном и трещиной в потолке. Надя встретила его у порога и держала буню, рисунок, переживший пожар. «Ты теперь с нами?» — спросила она и смотрела ясными глазами. Дима опустился на колени и улыбнулся. «Да, Надя, если ты не против». Она кивнула и протянула рисунок. «Тогда нарисуй мне еще одного зайца. Такого же». Лиза смотрела, и губы дрогнули в улыбке. Она молчала, но взгляд стал теплым впервые за 5 лет. Дима устроился грузчиком на складе через неделю. Руки, привыкшие к бокалам виски, таскали ящики с мукой. Возвращался уставший с мозолями, но довольный. Лиза готовила ужин, картошку с котлетами. Надя болтала о садике и показывала рисунки. Они садились за маленький стол, смеялись и спорили, кто лучше рисует зайцев. Это была жизнь, теплая, их.
Надя привыкла к нему быстро. Звала Дима, папа, пока не приходила, и он не торопил. Помогал собирать рюкзак, читал сказки и учил кататься на велосипеде, купленном на первый заработок. Лиза видела его старания и свет в его глазах, когда Надя обнимала его. Ненависть растворилась, и осталась любовь. Та, что жила с их встречи в пекарне. Однажды вечером, когда Надя уснула, они сидели на диване и смотрели на звезды. Лиза взяла его руку, грубую в шрамах, и положила себе на живот. «Я жду ребенка», — сказала она тихо и смотрела в его глаза. «Теперь ты здесь». Дима замер и обнял ее так крепко, что она засмеялась. «Я здесь, Лиза, и останусь навсегда. Клянусь». Она прижалась к нему и ощущала тепло. Глаза увлажнились радостью. Он был рядом не подонок, что разбил ее жизнь, а мужчина, спасший дочь и отдавший все ради них. Прошел год. Дима работал, и Лиза вернулась в клинику после декрета. Надя пошла в 1 класс и гордо несла рюкзак. Квартира стала теснее, родился Миша, их сын. Зимой, с темными волосами, как у Димы, и улыбкой Лизы. Дима держал ее руку в роддоме и плакал, услышав первый крик. Не пропустил ни дня. Менял подгузники, пел колыбельные и смеялся, когда Миша тянул его за нос. Они жили просто. Заработка хватало на еду, одежду и редкие прогулки в парке. Но каждый вечер, когда Надя рисовала зайцев, а Миша гулил в колыбели, Дима смотрел на Лизу и знал — это счастье. Не богатство, не власть, семья. Лиза ловила его взгляд, улыбалась, и в ее глазах не было боли, лишь любовь. Однажды, гуляя с детьми, они остановились у реки. Надя бросала камешки в воду, и Миша спал в коляске. Дима обнял Лизу и прижал к себе. «Ты простила меня?» — спросил он тихо. Она повернулась и коснулась его лица. «Да», — шепнула она. «Ты доказал, что достоин. Ты мне дорог, Дима. Всегда был». Он поцеловал ее и ощущал, как прошлое растворяется. Они строили жизнь вместе, с Надей, с Мишей. И он был рядом, ни тенью, ни чужим, а частью их мира. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.